Must-have каждый день, тенюхи, переходы, чтобы не тянуть ничего из черного. Да из этого сета, по сути, все можно намешать. Попали на Gods of Ink, мы очень долго делали эскиз, подбирали идею. Это довольно непростая победа была. Когда мы победили, меня спрашивали, как канва прошла, я говорю, вот так. Просто вот так вот, я ничего не понял. Большая проблема сейчас конвенции, с моей точки зрения, объемы. Все очень стараются завалить Клиента. Завалить клиентов в прямом смысле. Мы начинаем работать, допустим, в Берлине, все русскоговорящие, там, или Набока пишет, бля, чуваки, респект, это же пивозавр. Вообще, европейский клиент интересный клиент. Хочешь, расскажу, как в Германии погоны кололи? Как дела? Да, супер. Готовимся, будем работать. Лучшей тату-машинкой в мире. Ну-ка давай, расскажи, чем ты работаешь. Ой, слушай, ты не работал? Нет. Я тебе могу дать поработать. Кайф. Немецкий бренд. Ребята были в Шайене, сделали свой бренд. Он называется Акус. Полностью кастомная, меняющиеся эксцентрики. В чем фишка работы? Допустим, FK Irons. Ты хочешь поменять батарейку 400 евро. Здесь батарейка стоит 20 евро. Они сразу же кладут, где их заказывать. Они, кстати, в России, если кому-то интересно, они есть на Одине. Потом Юра очень долго гнался за этими ребятами. В одной тачке есть все. У тебя есть вот такой ключ. Это ключ, как держак такой. Ты снимаешь, у тебя эксцентрики. Здесь стоит 4,5. В стандартном наборе будет 3,0, 3,7 и 4,5. Я отдельно докупал себе 4,1. Я в основном на нем работаю. Они отдельно продают еще эксцентрики? Они отдельно продаются, еще есть 5,0. А что стоят эксцентрики? 50 евро. Навернулся эксцентрик, хочешь поменять его, 50 евро, все. Вся фишка тачки-то в чем? Она работает не на вольтаже, она работает в герцах. Ты запускаешь ее, у тебя герцы. И у тебя плюс режимы силы удара. То есть в чем фишка? Она работает практически как индукция, по-другому. Как было раньше, увеличиваешь вольтаж, она начинает работать быстрее, бьет сильнее, больше травматизации. Здесь при такой же скорости удара иглы ты можешь добавлять силу удара, такой панч, она начинает на микросекунды задерживаться, нам объясняли. Получается, ты не увеличиваешь скорость иглы, но увеличиваешь силу удара этой иглы. И поэтому какое-то сложное место ты не можешь прокрасить, тебе не надо набрасывать вольтаж, ты немного увеличиваешь силу удара, и она очень, очень шикарно работает. Прикольно. Слушай, я был очень впечатлен. Знаешь, я ничем подобным не работал еще. Я очень кайфую. Живу в городе Герой Эссен. Я приехал в 21-м. То есть ты уже прям немец. Алисгут, Ализупа, получается. Генал. Но как звучит по-немецки миграционка, я выучил. Ausländer Behörde. Все, это мой второй дом. Ехал я же работал в НБК в Краснодаре с Набокой, с Дашкой Пироженко, с Шацким. Помню, прихожу к Димону, говорю, Димон, я поехал в Немецию, получил немецкую визу, я прошел путь самурая, я не получал фриланс, я делал еще через консульство из Москвы, все по-честному, знаешь, такой вот побольше контракт себе сделал, знаешь, чтобы сейчас побольше налогов платить, дурак. Такой, чтобы точно дали. Получил визу с женой, переехали мы, получили все карты, переделывал права, получал там на машину. Короче, очень долго все это занимает. Когда переезжаешь в Германию, понимаешь, что у тебя самое важное слово в немецком языке — это термин. Который хер возьмешь еще, который там, ваше получение карты через 7 месяцев. Ты такой, без бумажки ты какашка, получается, все, и ждем. Я сгоняю 3D принтер, сейчас я сгоняю, возьму себе бандажку. Прикольный ключик, на самом деле, ребята, вот такой вот. Реально на 3D принтере просто выточен, который откручивает машинку, разбирает. Слушай, там самый кайф этой тачки, если что-то вдруг сломается, это все взаимозаменяемо, ты просто покупаешь батарейку, перекупаешь эксцентрик. Пока вот я 7-8 месяцев на одной, и работаю на World Famous, также в Pro-тиме. Гоняем А у тебя по еще Edge иголки. Edge иголки, португальцы. Кайф, моя любовь вообще. Почему? Они очень крутые, мне очень понравились. Очень кайф. Я подал Гусарову Павлику попробовать, он тоже кайфует. Знаешь, в чем кайф? Я не понимаю, почему никто до этого не додумался раньше. Почему никто не подписывает? Да, я тоже у них увидел, да. Почему у них каждая иголка, там все лайнер, все любой. Ты берешь там 15-й какой-нибудь Magnum, у них везде все подписано, очень удобно. Ты работаешь, там не теряешь иголки, если ты вот такой человек, как я. Слушай, ну на контурах бывает сложно. То есть, мне, допустим, тоже там я использую в одной работе 5, 7 и 9, и ты да, ты в какой-то момент там налипло еще что-нибудь, ты такой. Да, в квадронах это вообще там жуть. Постоянно тебе надо, короче, ее вытаскивать из модуля, смотреть, какой она толщины, а здесь прям очень удобно реализовано. Все, переехали мы в Германию. Я еще помню, я говорил Диме, Дим, я поехал,
Дима говорит, зачем Краснодар лучший город для жизни? Будем работать там. Сказал он, живя в Дюссельдорфе. Сказал он, живя в Дюссельдорфе. Я прям помню, он говорит, зачем? Краснодар топ. И все, и 3 года я не возвращался уже. А, ты не был в России? Еще не был. Я как-то Скучаешь? получал документы. Да, я хочу с родителями увидеться где-нибудь в Турции. Нет, я думаю, что я приеду на... Знаешь, как у меня было? Почему я не ездил? У меня заканчивался русский паспорт. Я очень долго ждал его в Бонне в консульстве. Потом документы, потом конвы, а потом слетать с женой по 200 тысяч на человека билеты. Как-то, знаешь, не кайф. Я лучше отправлю родителям. Сейчас расскажу, будем делать классный проект. Мы начали этот проект в Гамбурге 7 лет назад. Это вот ты что за конструкцию такую выстраиваешь? Непонятную, блядь, ни для кого. Это инженерная какая-то технология высокая? Это чат GPT тебе подсказал так сделать? Слушай, короче, говорю, чат GPT, собери рабочку, он мне сфоткал, вот так делает. Так как я в цвете работаю, и так как я очень много... Есть такая палитра у Stencil, она называется Magic Cap. Ты так отрезаешь, ставишь сколько тебе надо, супер. Потому что вот эти соты мне не очень нравятся, они довольно дорогие. Когда на Господе нет места, я просто переворачиваю скотч, если нет двустороннего скотча. А ты в курсе, да, что вот я хотел спросить, двусторонний скотч существует? А он есть у Саши? Да. Да? Да. Ну, бог ему судья. Это что, ты не ищешь легких путей? Знаешь, я так привык по канвам в таких условиях, знаешь, мне еще все время клиенты вот так лампу пододвигают, знаешь, я там привык там на лобных, либо без света, либо еще что-то, поэтому я в полевых условиях. А расскажи, вот 2 машинки у тебя лежит. Они Слушай, у меня 2 Акуса, в в один строк 4,5, во второй 3,7. А как используешь? 4,5, если плотником надо что-то покрасить, такие трудные контура. 3,7 я оставляю, вот если сейчас ты увидишь по работе, там будет очень много супер мелких РС-ок, и они травматичные, я буду ей работать. Угу. Понял, помягче, чтобы меньше травмировать кожу. Can we change your position? Take your stuff. So you can sit here and let's choose the next fish. Okay? Okay. So my friend will film it a little bit. Okay, that's not a problem. So делали 7 лет назад. Ребята, деталей пиздец, на самом деле. Просто, мне кажется, камера не передаст, но вживую. Делали очень много 7 лет назад. Это Мне по вот так картине. Вот, меня интересует показать вот этот кусочек на сгибе, который просто зажил идеально. Вот, ковыряем. Это мы начинали 7 лет назад в Гамбурге по таким психоделическим картинам. Сколько вот, ну, вот на этот Блин, вот кусок? слушай, это целый я день вот же? делал один сеанс только вот эту штуку, один сеанс вот эту рыбу, и потом какие-то сеансы. То есть я думаю, 3 сеанса у меня уходило на вот это все. Если свечно. Жило еще прям очень Вот, хорошо. а вот это уже более свежее, это мы делали где-то год назад. Вторая рука будет такая же, да, один в один? Да, там другие. Делали мы год назад вот такие вот. Details my second name. Бля, была история. Показывают клиентке, она такая взрослая, выебистая очень сильно. Показывают ей мои работы. Она такая, watercolor сделаешь? Я просто так на нее смотрю, говорю, watercolor is my second name. Вот так вот. А сколько сеансов он у тебя записался в этот раз? В этот раз мы будем 3 дня подряд делать, потому что я не часто в Гамбурге, и ему трудно ко мне ездить, мы будем сейчас делать 3 дня. Вот такие мне исходники приносят. Вот такие исходники мы сейчас будем делать. Ну, покажем, еще прикрепим инстаграм этого чувака, кто вот здесь. Так, давай. Сейчас оглянем немножко через плечо. Ты чисто как в рулетку бандиты крутишь. Сейчас что выпадет? Блин, давай поищем. Шольц. Мы вчера эскиз сделали. Блять, подожди, принесу. Ну это сильно, ребята. Я же в Германии живу уже, подожди. Это адаптация к миграционной жизни вот этой немецкой, вот так выглядит. Я говорю, если полиция останавливает, то у меня вот такая фотография есть. Бля. Слушай, ну это уже устаревшая информация, пора обновлять. Ну вот я пытаюсь. А, ты Шольца хочешь прифотошопить тут? Да. Роберт Стивен Коннет. Вот этот чувак, собственно, ребятки, который... Ой, он мне респект киданул, написал комментарий, что это его... Автор артов. Автор арта сказал, пока лучшее, кто смог перенести на Ты кожу. лучшая? Я лучшая. Жизнь в Германии снова никого не жалеет. Основные детали раскидали по композе. Надо сделать так. Он говорит, хочу, чтобы вот эта бабочка сидела на каком-нибудь... Изначально была идея цветок, но слишком такая каша получается. Будем делать вот такую штуку. И для ее поддержания вот тут вот сверху еще одна будет вот такого плана. А все это тоже будет с черным бэкграундом? Да, чтобы будет супер детальный. И вот отсюда будем соединяшки делать вот такие вот штуки. И вот так вот пойдут, и потом в следующий день я буду вот сюда их заводить. Наверное, вот прямо отсюда. И в конце дня, я думаю, что мы будем заказывать новые глаза.
А что у тебя по планам сегодня? Вот только Слушай, вот это сделать фон? я сделаю все. Вот фоны, вот эту сделаю штуку, маленькую сделаю, вот эти начну, наверное, или царапну и на следующий день продолжу. Ты, конечно, блядь, придумал. Будем, короче, ковырять детальчики. Псих? Псих. А ты стенсил как будешь готовить? Вот сейчас все это обводить вручную? С Божьей помощью, получается. Так, помолимся? Слушай, я на самом деле всегда переводил ему вручную. Давай сейчас глянем, что он из себя будет представлять, если мы... А ты же мне показывал какую-то волшебную прогу вот на днях буквально. Слушай, во-первых, если посоветовать, есть несколько прог. Одну Вот, Коля мне давайте. посоветовал, смотри. Первая прога — это print To size? to Ну, size. это я тоже юзаю, это тоже просто размер юзаешь. подгоняется. Да, это если тебе надо что-то большое распечатать, тебе не нужно резать в Procreate. Например, не знаю, мы вчера делали, давай добавим вот эту штуку. Ты можешь покрутить. И вот в таком моменте ты там раз отправляешь А4, просто пододвигаешь, все, он тебя печатает, не надо ничего там разрезать в Procreate. Слушай, я юзаю вот эту штуку. Как называется она? Она называется Pencil... Ой, господи. Pencil Sketch. Ага, вот такая штука. Вот. И? Ты закидываешь ее сюда, ждешь там 2 минуты. О, минуту. Реклама. Минуту рекламки. Бесплатные программы обожаю. Обожаю. Вот. И все. Эскиз. И она тебя закидывает в такие вот штуки. Слушай, ну... Смотря что, смотри, мы вчера закидывали, допустим, вот этого парня, и она делает примерно вот такие вот штуки. Слушай, ну так вообще вот это прикольно. Пока из всех, что я попробовал, мне больше всего нравится. То есть кто-то не любит этот черный. То есть кто-то любит, чтобы только линии. Мне вот так вот идеально. Пока так. Сейчас ты будешь в итоге вручную или как? Я, наверное, вручную, да, сяду. О, ну давай, удачи. Давай, через час увидимся. 3 days later. Купил 3 года назад трансферилу, я даже не знаю, есть она, и вот вожу с собой, мое родное, больше всего нравится. Не люблю ничего, вот 3 трансферила. года? 3 года, купил 2 банки, 3 года, не кончаю, вот вторая пошла, и вот полная еще. И как его экономишь? Я... Нет, работаю. Да чего? Да нет, просто не знаю. Вот Я его использую только на камеру и на конвенциях, да? Остальное все время на свиньях. Трансферила, свяжитесь с ним, он любит ваш продукт очень сильно. Трансферила, свяжите Рябову, она очень любит связывание по поводу. Она очень любит связываться. Она очень любит связываться по предыдущему выпуску. Отсылочки, кстати, там выпуск. Да, классный выпуск, кстати. Валь, привет. Оп. Оп. Прикольный лайфхак со скотчем. Я не люблю вот эти метки. Мне прям вот так вот четенько все. Кладезь лайфхаков на нашем канале, ребята. Просто смотрите, запоминаете или записываете в тетрадку. Потом выигрываете Gods of Ink. Gods of Ink, да. Сейчас расскажу, кстати, очень классно было. Ну, мы, собственно, да. Есть о чем Поэтому и пообщаться. здесь. Сейчас подотрем. Очень интересно, но нихуя не понятно. Да. Я же тебе говорю, вот из-за этого я вручную бы переводил, мы сейчас разберемся. Вчера всем зашла майка, я привезу Саньку. У меня была от Бриганты татуха, где написано I hate tattoos, короче. Вот так. Я целый день ходил, ребята такие, бля, привези. Я в Италии буду и привезу обязательно. Ладненько, давай вот так вот сделаем. Наши любимые must-have. Николай Джангирович. О, Это Dark Side, и он уже Rich Confirm. Это уже для Европы. Пизда Морозна Блэк или что? Пизда Брызда, вот она, наша любимая. Имеется. Вот. Сегодня будем там концентраты использовать. Слушай, must-have каждый день. Советую каждому купить. Это очень круто. Не грязнить, делать глубокие тенюхи, переходы, чтобы не тянуть ничего из черного. Да слушай, да из этого сета, по сути, все можно намешать. Добавляя там беленький и фигачь. Что, расскажи, как вы конвенцию выиграли Gods of Ink. Давай я тебе расскажу. Приквел. Начнем приквел, да, начнем с ковида. Приходит ковид. Мы же все очень классно гоняли, работали, все круто. Получаешь евросики, все тратишь дома, покупаешь там все, что тебе нужно, все круто. Приходит ковид, мы такие, опа, что делать? Помнишь, когда ковид пришел, все страны закрылись, открываешь карту, Швеция. Мы такие, мы не закрываемся, нам все равно. А, да, я вот слыхал, что Швеция... Да, я стартанул в Швецию, в Стокгольм. Пожил в Стокгольме. Очень такая интересная страна, где ты получаешь деньги кэшем, да, а у них почти все по картам. То есть найти, где их потратить, этот кэш, очень трудно. То есть или там поменять его потом на евро, у них же кроны. Помучился немного там. Я поехал туда зимой, это очень интересная страна. Я не смог работать, потому что ты приходишь, разговариваешь с клиентом, переводишь ему стенсил, такой, пойду там, пройдусь в супермаркет, выходишь в 12 часов дня, ночь.
То есть я все. То есть, но и мои биологические часы я не вывез. То есть работа... ночью, У них это Скандинавия, северная часть зимой, ну, то есть просто в 12 часов дня начинается ночью, все. То есть гуляешь там 4 часа дня, просто темно, везде все светится. А ночью вот так. светло. А летом, наоборот, как в Питере, белая ночь. Очень тяжело, мне работать я не вывез. И почему я решил переехать в Германию? Потому что тогда начались все эти проблемы с визами, со всей ерундой. Я подумал, поговорил с женой, думаю, давай стартовать в Германию. Димон говорит, такая себе идея, Краснодар, лучший город в мире, мира. столица мира. Ты что, смотри, какой парк красивый построили. Вот, я такой, ну ладно. Все, переезжаю, все по-честному, прилетел, такой, знаешь, первый раз в жизни, такой на границе, такой. В документах виз написано татуировщик, там все дела, прилетаю, они мне такие hello, и я им говорю Volkswagen, единственное немецкое слово, которое я знаю. Че, все хорошо, мы до этого, это не было так, что я переехал, мы уже 5 или 6 лет летали, господили, все знали, куда переезжаем, не наобум. Студия все сделала, все подготовила, сказала, кали татухи, мы все сделаем, все супер. Вот, я думаю так, но если я здесь живу, никто не может летать на конвы, всем трудно, я думаю, блин, надо как-то пиариться, и чем я занялся, я начал гонять по конвам. Первая конва. Так как я уже был в команде World Famous, им как раз не хватало тех, кто может гонять свободно по конвенциям. Я пишу Нику Батифяке, который занимается по Европе командой World Famous. Я говорю, что делать? Он говорит, погнали. Я говорю, расписывай мне каждый месяц. Я могу каждый месяц гонять на конву, буду обрабатывать европейскую аудиторию. Первая конвенция, я поехал в Девиль во Францию. Очень рекомендую. Классный город, классный жюри, классный контест. Мы уже были. Мы еще гоняли, по-моему, с Морозовым, который в Америке, и с Шацким. Очень понравился город. Выиграли там. По-моему, там 2 номинации взяли. Best of Day и Best что-то еще, что-то с светом. А, ты сразу, короче... Вот, сразу же мы взяли, да. Следующую конву я поехал в Болонию в Италии, тоже от World Famous. Вообще такая, блин, обычная региональная конва, ничего особенного. Мы взяли, по-моему, 2 место Best of Day. А ты говоришь, мы взяли, ты с кем-то коллабился или ты там... Не, со мной всегда гонял мой менеджер. Как было раньше? Уже было налажено поток ребят из России, знаешь, очень классных татуировщиков. После ковида они уже не могли прилетать, и они с нами гонял менеджер. Он говорит, слушай, посмотри, вот ты по качеству нормальный, звать их, не звать в студию. Мы всегда такой командой летали, и вот они там приглашали ребят, они мне помогали. У меня не было еще машины, я тогда еще не получил права, не купил машину, и то есть они меня тоже возили и как бы пиарили тоже студию. Ну, классно, мне, то есть взаимовыгода. Все, после этого я поехал в Рим, мы взяли 1 место в цветной, я взял, то есть, с командой. После этого, так как у нас гонял Коля, Николай Иванов, Хабра, Тату, мы решили с ним, потому что был опыт в конвенциях, как работать быстро, как что делать. Коля предложил, давай вместе поработаем. Я говорю, давай. Приглашают нас на Gods of Ink. Мы попадаем туда довольно-таки совершенно случайно. Через World Famous попали вы? Мы попали... Нет, World Famous предоставляется какое-то определенное количество мест. Мы попали туда от Акуса. Еще мы не были на спонсорстве. И мы работали уже их машинками. И попали от H-Pro, от иголок. Больше от H-Pro. Но Акусы начали такие деловые контакты с нашей студией. У нас есть там большой тату-магазин, где продается это все. И то есть после победы они нам предложили спонсорство. Вот, попали на Gods of Ink. Знаешь, вот я после очень большого количества лет, проведенных на конвенциях, мы очень долго делали эскиз, подбирали идею, смотрели, очень много готовились. Это довольно непростая победа была, потому что на самом деле мы потратили очень много сил. Спасибо вообще Коле, он довольно талантливый, грамотный татуировщик, который очень многому меня научил. В плане, как правильно коллабить, потому что я всегда работал один, то есть я знаю свою скорость, все. Коля очень много коллабил с пареньком из Польши и вообще до этого. Он объяснял мне, как начинать, как правильно красить. То есть мы всегда начинали делать, если мы делаем совместную ногу, я начинаю, допустим, с колена, он начинает с попы. Делаем самые сложные места, как правильно крутить, как что делать. Коля мне объяснял, как лучше делать композиции, чтобы не было разрыва. То есть, когда, знаешь, делают там какой-нибудь огромный портрет на бедре, какая-нибудь соединялка на колене и совершенно разная там на голени. И это просто никак не соединяется. Просто 2 разных элемента соединили, вот вам вся нога. Ты можешь потом прикрепить работу, то есть мы очень долго отрисовывали, мы заранее подготовились, мы обворачивали ногу девочки, мы разрезали, делали пропорции. То есть конвенции подготавливались очень серьезно. Мы никогда не берем ни на одну конвенцию клиента. Если мы едем именно делать контест, какую-нибудь работу, мы никогда не берем клиента, которого мы не знаем. То есть мы всегда спрашиваем, есть ли у него татуировки. Мы взяли Best of Show в Берлине, у паренька был вся грудь, делал 2 дня подряд, то есть мы понимали, человек терпеливый. Вот, мы работаем. После конвенции, когда мы победили, меня спрашивали, как конва прошла, я говорю, вот так.
Просто вот так вот, я ничего не понял, я просто вот так вот вышел. Мне еще Коля подзатыльников давал. Подошли респект кинуть, очень крутые татуировщики. Я до сих пор не помню их имен. Коля такой, это же вот этот чувак-то. Я такой, бля, не такой древний, как ты. По-моему, ты древнее тебя, только Шацкий. Вот. Очень классно, очень круто, очень много респектов. Вот через буквально 2 недели мы едем еще раз на канву, но получилась небольшая проблема с совместными боксами, будем в этом году работать по отдельности. Очень жаль, был классный проект. Слушай, Коля, хочу сказать, очень грамотный, крутой татуировщик, респект ему, он мне очень много помогал. Мы сработались, очень быстро работаем, очень похоже красим после окончания работы, очень трудно сказать, кто где что делал. Очень советую погонять по канвам, очень большое количество клиентов после этого начало писать, особенно вот я в Германии работаю после того, как мы взяли Берлин. Очень много татуировщиков из Берлина, клиентов из Берлина начали писать, да и просто по Германии. Мы съездили в Брюссель также. Я делал коллаборацию с другим татуировщиком, с Иваном Ваниным. Мы тоже взяли первое место в Best of Day. Европейские конвенции, если раньше мне казалось, что русские очень сильные, они сейчас остаются сильными, но здесь очень крутые татуировщики сейчас. Что сильного в русских конвенциях ты нашел? Помимо участников? Помимо участников, ты имеешь в виду по организации? Чего мне, допустим, здесь не хватает? Из-за того, что русские такой комьюнити, все друг друга знают, все могут поехать потом на автопати, вместе пообщаться, там, помнишь, там, всякие 1Rs дополнительные. Здесь все-таки все друг друга знают, привет-привет, но все потом раз так и разбежались. Чтобы мы там прям сидели где-то, все вместе собирались, или там до, или после, такого очень мало. Этого не хватает. Очень большая проблема сейчас конвенции, с моей точки зрения, это объемы. Все очень стараются завалить Клиента. Просто завалить клиентов в прямом смысле. Все валят очень большие работы сейчас. Пошел объем. То есть, знаешь, это раньше было там так, бедро надо завалить, потом надо ногу завалить, потом надо ногу с жопой и с выходом на ребра завалить. Следующее, последнее, что я видел, и это уже на самом деле очень такой звоночек. В Брюсселе мы работали. Гурский, это который поляк, но он в Лондоне живет. Они катали втроем вот так весь торс. У парня случился анафилактический шок, потому что, я так понимаю, там были обезболы, таблетки, крема. Его раздуло шею, и приехала скорая, капельница, и просто вот так весь ряд остановился и смотрел, что будет с этим парнем. Его возли на каталке, он не мог уже ходить. То есть я думаю, что когда-нибудь кто-нибудь отъедет на конвенции, и тогда это будет регламентироваться и будет уже очень жестко. Потому что я понимаю, почему запрещены обезболы в Германии, но последние мы тоже были в Милане, смотрели, как ребята делают спину, очень крутая, респект, мне жаль, что не выиграли, это делал Когут, Владола и еще один парень, честно, не вспомню. Я понял, тоже там, наверное, с разрывами спина такая. Да, классно. Просто тоже смотрю, я понимаю, что парень на обезболах, я то есть смотрю, там он поворачивается, можно мне еще таблеточку, говорит, понимаешь? То есть я думаю, хорошо, что они ему доверяют, а вот если будет клиент, то есть я бы посоветовал всем быть осторожнее с этим, потому что когда-нибудь кто-нибудь уедет. Слушай, ну может быть у клиента еще и организм, знаешь, там, не рассчитан на такие нагрузки, Да. он сам не знает, как бы с дуру тебе наляпает всего, а Да, ты как бы да. тоже не медик. При мне было ребята из Турции, вот в Измире, по-моему, он тоже брал паренек, он из Шаена. При мне он делал коллабу, девочка первый день классно, второй день она встала и такая, все, я не буду, короче, я пошла. Это не значит, что стоит валить или заваливать такие объемы. Чем вот мне понравилась, допустим, Миланская конвенция, последняя, на которой я был. Раньше же как? Никто не хотел там не выставляться, ничего делать, только зажившие готовили. Там Best of Day выиграет реализм, там, знаешь, 100%, какое-нибудь там лицо на бедре. Сейчас нет. Первый день победил Best of Day парень, так на груди леттеринг. Помнишь, был, когда на питерской конве Гусаров победил со спиной, и был там спор, там срач какой-то, типа, блин, это же просто вот такая вот там скандинавская татуировка. Там Пашке привет, кстати, подписывайтесь на его YouTube-канал, у него очень крутой телеграм. Вчера, кстати, читал тоже отзывы про Миланскую конвенцию, обязательно почитайте. Он когда победил, там был срач, типа, да это же вот такая простая татуировка, там, типа, людям со стороны, а там был такой суперреализм. Да нет, если у тебя нет вопросов к композиции, нет вопросов к татуировке вообще, то есть она сделана технически круто, все супер. И вот точно так же было в Милане, победила. Работа с таким леттерингом. Блин, слушай, идеально все вылизано, закомпоновано, вообще нет вопросов. Ребята прям вот такие спины, там вдвоем, втроем там повылетали, парень забрал. Слушай, ну это забрал нонсенс, также на самом парень деле. с
геометрией, с мандалами, со всякими. Очень чисто, очень вылизано. Он так еще очень плотно закатал колено в черный, там идеально, без травм. Блин, слушай, вообще нет вопросов, все круто. Я вот на самом деле рад, что наконец-то не вот эти огромные объемы, а супер детализированно, качественная татуировка выигрывает. Ну, открыт какой-то ящик Пандоры, потому что до этого такого я не видел. Это вот, видимо, да, итальянцы начали потихоньку, знаешь, внедрять. Да, я за это, то есть если очень крутая работа, я на самом деле вижу, что вот к этому все становится. Уже всем надоели эти огромные лица на бедрах, лицо с геометрией, лицо с абстракцией, лицо с рефлексом, лицо там, короче, это. С двойными глазами. Вот там это с двойными глазами, с тройными жопами. В этом плане классно. Почему и мы, как я считаю, на Гоцефинке взяли? У нас была такая классная идея, все очень ярко. Коля смотрел, кто будет в жюри. Там была девушка, которая Японию колет, и мы добавляли, они сказали, мы никогда не видели розовые волны, короче, в Японии. Мы таких кислотно-розовыми красили. Все было классно. Слушай, очень советую поездить по конвенциям, даже те, кто сейчас в России смотрит. Я посмотрел вот в том же Брюсселе, приехала девочка, я говорю, ты где-то здесь живешь? Она говорит, нет, я живу в Питере, работаю, вот я нашла возможность, получила визу, приехала, она взяла Best of Day, уехала, все супер, то есть. молодец какая. Пообщалась, понятно, долго, понятно, сложно, но... Ну, слушай, опять же, легких путей не бывает. Как ты говоришь, тоже вот то, что вы победили на Godsofing, конечно, была сложная работа. Все же к этому идет, что, типа, ну, чтобы победить, нужно проделать большой путь, знаешь, проделать много работы, много труда, как бы, да, много времени этому уделить, потому что если ты делаешь наспех, быстро, как бы, ну, вряд ли ты победишь, да, на таком формате фестиваля. Здесь классно еще также, чего, по моему мнению, не хватает, чем вот классный Godsofing, там премодерация идет. Там приезжает моделей 100, а выходит моделей 40. То есть они вот так отсеивают, они фоткают, и вот час идет премодерация. А подскажи, пожалуйста, вот ты говоришь, попали вы от спонсорства, то есть по факту на Godsofing вы попали от того, что у вас есть спонсорские пакеты какие-то? Сейчас нас уже пригласили, то есть Коля там писал, то есть без проблем. До этого, потому что вы призеры. до этого мы не знали, нас не особо знали. Если честно, Коля мне говорит, слушай, там такая канва, ты должен, вот надо туда попасть, это бывшая лондонская. Я про лондонскую никогда не слышу, потому что у меня визы никогда не было, я туда не летал. Теперь ее перенесли во Франкфурт. Франкфурт от Эссена 2 часа езды. Я такой, супер. Приходят ребята, говорят, мы ищем типа команду, давайте к нам, вы в команде. Мы до этого выигрывали конвенции. И, я так понимаю, они отослали наши профили Микки Виолетта, он одобрил, и мы попали. То есть мы, грубо говоря, совершенно случайно заехали, победили. Кто-то из жюри подошел, говорит, блин, чуваки, это очень круто, я вас не знал. И типа вот наконец-то типа, какие-то интересные идеи, давайте. Надо пробовать, гонять. Ну, понятно, просто еще получается, что плюсы спонсорства, опять же, да, вот это всего, к чему добиваться, получать спонсорство от зарубежных, тем более представителей брендов, потому что у тебя появляется возможность на конвенции, на такие, которые просто так даже не залететь, может быть, да, где-то, ты можешь залететь за счет спонсорства, то есть это же тоже такой бонус. Да, вот мы приглашали слетать в Турцию на конвенцию. Они делают сейчас совместный там коллапс с Феймосом. Ребята все то, что ты на спонсорстве, они тебе оплачивают билеты, оплачивают отель. Тоже было классно. Шикарно. Тоже было классно. Слушай, а вот по поводу того, что новый дизайн, вот вы делали долго там с Колей, да, то, что все удивились, насколько там интересно вы все это подали. Как к дизайну подошли вообще? Как придумали идею, чтобы удивить? Вот, то есть как вы это искали, поиск был вот этой мотива, идеи совместной? Тем более еще у вас два мастера. Хотелось сделать что-то, что... Давай начнем с того. Коля совмещает old school и реалистичные. Коля совмещает, то есть нам нужно было какую-то стилизацию делать. Я тоже не там великий какой-то портретист, я люблю такие комические, стилизованные штуки. Мы искали саму идею. Сперва у нас была такая девушка с мороженым, ты прикрепишь. Сперва я нашел какой-то референс со сладостями, с такими штуками. Второе у нас шло, как нам сделать так, чтобы это соединилось не просто девочка внизу второй и соединялка. То есть у нас, если ты посмотришь, на мороженое идет вот так вот с дыней за бедро. То есть идеальное сочетание. Коля как-то рассказывал в своем подкасте. Мы думали, так, кто что будет колоть? Мы посмотрели. Так, Наташа Энимал с Вольтера будет колоть портрет большой и кота, скорее всего, так и было. Потом посмотрели, так, вот эти будут колоть, скорее всего, тоже какие-то комиксы, какие-то анимехи, давайте что-нибудь сделаем реально крутое. Вы анализировали конкурентов до этого тоже? Мы все посмотрели. Мы попали на эту конвенцию относительно случайно, и хотелось там показать что-то, что мы не просто так туда приехали. Мы воспользовались Midjourney, тогда он только начинался, я начинал генерить.
очень много дорисовывали, рисовали. Все это довольно-таки долгий процесс, не сляпанный за день до конвенции. Идея «Девочка с мороженым» была моя, потом мы делали в Берлине «Пивозавра». Мы взяли «Best of Show», это тоже была моя. Это что ты Я дали, очень хорошо убеждаю клиентов. Слушай, ну как вот тебе Насчет пришла в голову- насчет «Пивозавра» Да, приходит. «Пивозавра», давайте находим «Пивозавра». Мы сидели с Колей, что наколоть. Я говорю, бля, давай «Пивозавр». Мы что, какие-то мемы нашли, просто давай кольнем. Приходит немец. Я ему говорю, слушай, ты немец, пиво любишь, динозавры, кайф, 100%. Все любят динозавров. Я его начинаю обрабатывать, убалтывать. Я говорю, давай вот так, летит комета, типа разбивается джунгли, динозавру пофигу, он пьет пиво, короче. Он такой, о, круто, кайф, давай. И он не врубается, что это мимас, короче. Все, кто русский или А здесь есть этот русскоговорящий. мимас или только наш локальный? Мы нашли потом майки у Бирозаурус, короче, вот так вот, да. Мы начинаем работать, допустим, в Берлине, все русскоговорящие, там, или Набока пишет, бля, чуваки, респект, это же пивозавр. Вот, а мне очень хотелось это в портфолио. Слушай, нет какого-то такого определенного процесса поиска. Мы просто сидим такой, блин, вот это интересно, вот это интересно. Я могу тебе немного засветить чуть-чуть попозже на перерыве, что мы планировали сделать в этом году в Gods of Ink, но мы не попадаем. Коля мне очень помогает по композам, по правильности прорисовкам, то есть насколько он заморачивается. Допустим, у нас в одной работе должен был быть огонь, я рисую вот так, он говорит, бля, Влад, нет, он, короче, если ветер дует вот так, вот там он все в одном движении в пламя, я говорю, все, иди в задницу, короче, до свидания, рисуй сам. То есть настолько человек заморачивается. Да. Как пришла идея? Первое, мы проанализировали конвенции и посмотрели все, что колят. ЧБшники колят портреты, цвет. Из-за того, что люди пытаются завалить побольше, это должно быть большое лицо с какой-нибудь штукой. Все. То есть мы сразу откинули, мы не будем делать такое. Мы хотим, как я сказал Коле, она должна вызвать сама идея уже первую эмоцию. То есть ты сможешь такой, блин, классно. Когда там выходит на сцену 10 портретов, ну, типа, и портрет с этим, ты такой, блин, ну, какой-то классный. А когда она вызывает какую-то эмоцию, с чем-то сделано, это круто. Советую сейчас тем, кто будет гонять на конвы, придумать классную идею. От идеи это все, это половина успеха. Слушай, Да. круто, фига, вообще нормально. А сколько вот ты конвенций, получается, посетил за предыдущий год? Или за последние 2 года, допустим? Болонью я посетил, выиграл Best of Day. До этого 2 раза был Ink Spirit, по-моему, Брюссель дважды. Дважды выиграли 2 года подряд. Рим тоже я был, победил. Давиль был, победили. Gods of Ink был, победили. Берлин, Best of Show тоже взяли. На какой-то конвенции я был, ничего мы не взяли. Милан. Вот Милан я был, 2 дня поработал и все остальное время ходил, просто кайфовал в коем веке, знаешь, там не 2 дня. Это вот за так. последний год? Да, 9 конвенций. да, приблизительно И так. 7 из них выигрышных. Да. О, слушай, хорошая статистика. Где-то так. Сейчас я поеду в следующем месяце еще раз на Gods of Ink, и в мае я поеду в Дортмунд. А, так вот мы, почему, конец апреля, по-моему, Дортмунд, нет? Начало мая, середина апреля Gods of Ink. В Ну, мы марте. увидимся с тобой, они там тоже будут. Да, супер вообще. И что в Собирайся. итоге? Вот мы повыигрывали, то есть теперь ты приезжаешь. Во-первых, очень много ребят теперь тебя знает. Второе, там, знаешь, там Харрис то подходит, говорит, о, Влад, давай коллабу делать. Там его подходит следующий, вот мы сейчас будем с Курасуми, есть Ксевиан Тату Франческо, с ним будем делать коллабу. И вот оно как-то вот так вот, и очень интересно. То есть ты начинаешь общаться, приезжай к нам поколлабить, приезжай к нам поработать. И вот это вот общение очень классно, очень незаменимо. Всегда рад видеть ребят, там ту же Наташа постоянно гоняет Animal, то есть мы в разных студиях работаем, всегда рад там увидеть. Димон вот часто приезжает тоже на конвенции, ни хрена не работает, просто тусит, но все равно рад видеть. Прикольно. А что ты на Дортмунд что, не готовишь, да, интересно? Да, чтобы мы забрать место? делаем ногу, нашли модель, сейчас обсуждаем. Я после Gods of Ink хочу сразу приехать, вот за месяц будем что-то собирать, тоже что-то делать интересное, подумаем. По-любому что-нибудь прикрепим. Круто, поснимаем, придем вас. Да, покажем ребятам. супер. То есть немножко как спойлер-затравка. В следующих выпусках как раз увидите, что там уже получилось. Что там будет, да, что-то будет интересное. Ты был в Дергриме? Да. Как зовут девочку с белыми волосами? Я забываю такая. Блин, там столько народу здесь работает, Блин, что я я хер знает, как там кого забываю. зовут. Вот мы выпуск делали, кстати, здесь будет выпуск, посмотрите, про Дергрим. Там вообще просто на людей, там сколько у них, больше 20 резидентов. По клиентам такой совет. Я не знаю, как у других татуировщиков, я говорю по нашему опыту. Мы делали несколько ног полностью закрашенных. То есть 3 дня работы. То есть для нас, как всегда для татуировщика, для нас нужен контест, победить, все круто. Никто не думает про клиента. Когда мы везем клиента на конвенцию,
я объясняю ему, что пару дней после конвенции ему нужно обязательно взять выходные, потому что день после конвенции еще хорошо, а вот через, когда весь отек спускается вниз ноги, ты не видишь кость, начинает раздувать, дикое давление, и клиенты в шоке. И вот по поводу девочки она в Даргриме работает, и прикреплю ссылку. Она мне пишет, типа, Влад, как вы вообще с клиентами общаетесь, что там происходит? Что вы им советуете, потому что на нас клиент в суд подает в студию. Они ему делали очень классную ногу, всю закатали. Он говорит, конвенция. Да, и он начинает писать в студию, почему никто не предупредил, что будет так больно, это ненормально. Он там начинает психовать, ходить к доктору, его раздуло ногу, он не может ходить. У него дичайшая температура. Жестко, Ты приходишь к врачу, он говорит, это все ваши татуировки, лучшее средство — это ампутация, как всегда. И я своим клиентам объясняю, что, ребята, такие объемы очень тяжело, не только вытерпеть, а еще процесс заживления будет довольно тяжелый. У нас девочка вот как раз после Гоцефинка несколько дней прям отменила работу, не могла ходить, ей было очень тяжело, температура. Парень с пивозавром, которого мы делали, он такой, без проблем. Он говорит, мне было больно, но у меня хоум-офис, у меня нога там типа в горизонтальном положении, все окей. Думайте о своих клиентах, потому что я делал в Брюсселе ногу, и на следующий день я вызвал из Брюсселя в Эссен клиенту такси за, по-моему, 350 евро или за 400, потому что я посмотрел, он не доедет на поезде, мне просто его жаль, и мы заплатили, он поехал на такси прямо из Брюсселя, потому что это тяжело. То есть если вы готовитесь, вы думаете тоже о своих клиентах, потому что это очень важно. Слушай, в целом, да, конечно, вообще в идеале бы какие-то документы еще подписывать с ними, да? Знаешь, немецкая бюрократия приучает тебя уже работать с подписанными договорами, потому что, да, мало ли что. Ну, видишь, многие же, да, не подозревают, что это настолько вот все. А заживало в итоге все хорошо у вас? Чуть-чуть подкорректировали. Я колено корректировал со своей стороны, Коля чуть-чуть фаны корректировал, с пивозавром тоже очень мелочи какие-то вылетали, все хорошо. На самом деле просто очень большой процесс заживления. Понятно, такой объем, конечно, такая нагрузка на иммунную систему, на организм. Плюс там заливает водой вот это все. Да. Так, короче, там что-то секретное, ребята. Смотри, мы в Гамбурге, это тусовочный город, сейчас таблетку покажу. Знаешь, что это такое? Нет. Нет, я вот как раз на конвенции дали, пошли покажу. Сейчас перчаточку одену. Я заинтригован, ребятки, заинтригован. Очень интересно. Футболка, кстати, смотрите, у него какая интересная. Над жопой написано кто-то. Над жопой. Определили по жизни. Смотри, какая штука. На салфетке же на конвах говно всегда. Прям полнейшее. Вот. Либо ты... Блядь, не говори мне, что это салфетки. Это салфетки. Чего, блядь? Подожди, смотри. Вот, чтобы вот эти штуки не носить, я прикреплю ссылку. Блин, это стоит копейки, это очень круто. Смотри, у тебя вот такая целая огромная пачка. Ты берешь, открываешь. Это ватные диски или что это? Блядь, серьезно? И у тебя просто офигенного качества салфетка. Серьезно? Просто запрессованная. Причем качество офигенного. What the fuck? Прикол, да? Вообще. У тебя, по сути, она не занимает места ничего. И прям шикарного качества салфетки превращается. Прикольни. Просто вот из этой таблетки? Да. Did you see it? It's the towel. If you go to the convention, you Just don't need looks to like take it 2-3 of this pack. You just take it small tablet, put little bit water, and then you have a huge... Crazy. Здесь в шопе купил, заказал, да, где-то? И мне прям на конве в Берлине я что-то выиграл, мне дали эту пачку, я уже, блин, с этих на конвенции езжу, они все не хватает. Их там то ли, А ты пробовал? 300 штук. Съесть пробовал, что она внутри раскрылась? Бля, 10 Может, эксклюзив сегодня 10 сделаем? евро дашь мне? Я не гей, но $20 и $20, да? $20? $20. Классная, да, штука? Вообще просто, да. И у меня вот они валяются в одном, я забыл, думаю, кайф, подснимем. Работали на Гоцефинке, представь, но вот ты там не смог урвать бокс, потому что они ограничены. Я советую просто приехать и посмотреть. Во-первых, мы с очень многими ребятами познакомились, то есть мы работали, люди подходили, кто-то там, чуваки, круто, давайте обменяемся там номерами, там кто-то получает господы, кто-то может просто погулять, посмотреть. Во-вторых, где ты встретишь такое количество крутейших чуваков в одном месте. То есть были ребята, которые покупали баннеры конвенций и гоняли автографы, у всех собирали просто. О, прикольно, слушай, Типа, у тебя слева сидит там Виктор Чил, справа у тебя сидит Хуртада. Ну, ты понимаешь, да, то есть, грубо говоря. Да, вот. Слева сидит там, не знаю, Паша Ангел камень точит.
Это очень круто. В плане просто увидеть. И в этом году многие ребята мне пишут: о, круто, я купил билет, я просто пойду. А он крутой татуировщик, но он хочет просто пойти Ну вот мы посмотреть. тоже просто приедем поснимать контент, пообщаться с ребятами, познакомиться, потому что, мне кажется, это очень крутая возможность. Мы даже... Немного обидно было в том году, что мы так много работали, что мы за 3 дня просто ничего не успели. То есть я в этом, не успели пройтись, посмотреть. То есть мы бегом-бегом, стенд, все, там, награда, все, и уже все разбирают. Слушай, ну оно того стоило? Да, я не спорю, в этом году хочу 2 дня поработать и 1 день самому походить, погулять, пообщаться. В этом плане очень важно, я считаю. А расскажи, пожалуйста, еще вот у тебя от картриджа еще спонсорство, да, как раз от Edge Pro, от World Famous, от машинок. Вот как Да, ты, и всё пока. Как ты получил вот спонсорство, Слушай, допустим, от иголок? Насколько это реально? Как От ребятам- иголок? Да, вот как ребятам, допустим, действовать, кто захочет спонсорство? Вот как совет, Слушай, это рекомендация? так просто в плане... Практически никто не любит, когда ты сам пишешь, и там типа, о, чуваки, там, можно спонсорство или там что-то еще. Они сами тебя увидят. Те же самые конвенции, почти все крупные конвенции есть представители. То есть ты можешь подойти, пообщаться, никто никогда ничего тебе плохого не скажет. Ты можешь подойти, чуваки, пользуются вашими иголками, круто, они всегда возьмут твой инстаграм, посмотрят, потому что это же пиар, по сути. Вот, иголки мне привез основатель бренда, он был у нас в студии, он оставил пачку, я поработал, и я просто взял, выложил, чуваки, классные иголки, он это увидел, он говорит, давай с нами работать, и вот так получилось. World Famous еще очень-очень давно мне Юра, Один Тату-шоп, помогал, ему понравились работы. Акусы, ребята, новый бренд, у них даже не было про-тима, то есть мы несколько конвенций выиграли, и мы реально уже с Колей работали их тачками. Они спрашивали у Коли постоянно там фидбэк, что сделать, как сделать, и просто мы победили. В какой-то момент они говорят, чуваки, крутые работы, давайте к нам. Прикольно. То есть никогда никто не напрашивался никуда. И... Ну, короче, работами надо брать. Вот Да, так. надо, если ты не ездишь и тебя никто не видит, чувак, извини. Дома не сидеть надо, да? Да. Пытаться тоже развиваться. Пытаться что-то делать, крутиться, да это круто, ты сидишь там, у тебя мало работы в каком-нибудь там деревушке, не знаю, где-нибудь или еще. Да поедь, пообщайся с ребятами, покажи работы свои, никто никогда тебя не прогонит, ничего не скажет, покатайся, поделай. Слушай, видишь, я заметил, что многие, кто добивается какого-то успеха локального, да, они вот у тебя, как это говорится, царь на деревню у себя, да, там, Да, и все, да. и им этого достаточно, потому что они понимают, что как только покинешь свою вот эту зону комфорта, свою деревню, в которой ты уже там царь и бог, то ты приедешь на какой-то мирового уровня фестиваль, где просто там каждый второй круче тебя, и ты уже такой, подсел. Это мотивация, я вообще никого не осуждаю. Вон с Димоном болтали, он говорит, я не хочу больше ездить никуда. Но у него все хорошо, у него и с клиентами, и с ценником, и ему, правда, все уже поднадоело, мне кажется, ему не кайф таскать. Мне просто кайф интересные работы делать в портфолио, то есть я очень люблю, там привести, сделать за несколько дней классный проект, все круто в портфолио. То есть плюс мне очень нравится видеть команду, да, то есть со всей... Там тот же Famous, мы очень хорошо общаемся, дружим с боссами, и это как мини-отпуск для меня. То есть поехал, поработал, и меня не напрягает. А ты с собой весь став таскаешь или там берешь в аренду? Travel pack есть. Не, акушетки, подставки машинку я арендуешь? арендую. И почти всегда можно заранее арендовать. А то, что на тачке ты с собой не берешь, да? В Брюссель все на тачке, я все привез свое, кроме кушетки. Ты видел мою тачку? Маленькая, Маленькая. но удаленькая. Маленькая, да. Куда только вместо крышу опустить, вот так вот разложить, там, поехал, да. Слушай, давай подытожим, если этот выпуск получается как советы для новичков или для людей, которые хотят погонять по европейским конвенциям, или кто ни разу не был, гонял только на российский, я сейчас расскажу, чем все отличается, что, как и с какими мы проблемами. То есть не так, что круто, круто, мы там погоняли на 9 конвенций, 7 выиграли. Очень многие не знают, и такие, вау, есть такой сайт, в хронологическом порядке идет все конвенции со всего мира. Там конвенций по 8 в месяц. А, по-моему, еще можно выбрать страну. Можно выбрать страну, месяц. можно посмотреть месяц, еще раз, World Tattoo Events. Все, ты смотришь, выбираешь. Модель рекомендую привозить с собой, либо модель уже с готовыми татуировками, чтобы сразу можно было поучаствовать в нескольких номинациях. То есть если ты пролетишь с каким-нибудь Best of Them, у тебя уже будут еще номинации на зажившие. Если нет, нет. С обезболами на свой страх и риск. Следующее расскажу по конвенциям по странам. Например, Франция. Я был в Девиле, я очень сильно хочу попасть я думаю, это будет в следующем году на тату-планетариум, который в Париже. Вот, я был в Девиле, как там было? Регистрация начинается в 2, регистрация на каждую номинацию человек 30-40, и она закрывается. Просто все, ты не можешь больше. А типа лимитировано? То есть люди в час уже стоят, за час до регистрации в очереди. Просто 40 человек, и ты пролетел. То есть вот так. Я такой, почему? Они говорят, вот так время, тайминг, никто не будет сидеть. То есть нет премодерации, это минус. То есть они записывают первые 40,
И то есть ты даже по-честному приходишь там в 2, и там уже 10 до начала открытия уже записано, понимаешь? Вот такие у нас были косяки. Желательно, чтобы кто-то с тобой был. Там жена, подруга, парень твой, если ты... То есть, допустим, во Франции была премодерация. Во Франции вообще будьте готовы к тому, что там практически никто не говорит по-английски. Классная история. Стою в Париже на центральном вокзале. Огромными стойками написано «Информация». Я подхожу, а я хорошо говорю по-английски, вообще никаких проблем. Я говорю: месье, мне, пожалуйста, в Дувиль один билет, какая платформа. И он тебе сидит в будке в стране, в интернациональном, ну, грубо говоря, вокзале, должен тебе отвечать. Он там: «Жемутиму ли круассан, багет». Я такой: ах ты, бля, что делать? Как-то там кое-как разобрались нормально. То есть во Франции вообще будьте готовы, что там практически никто не хочет и не будет говорить по-английски. Насчет итальянских конвенций. В Италии всегда все равно... Уверен ты, что тебе надо в эту номинацию, не уверен, иди спрашивай. Мы пролетали очень много. Допустим, в Риме, да, мы выставлялись не туда, они говорят нет, или они тебя не регистрируют. Очень классное дело Наташа Энимал в Риме работу. Мы приходим, они говорят: вам не в эту номинацию. Мы такие: бля, они такие: вот твоя вчера была. То есть приезжайте в первый день, спрашивайте там куда, что, как. Мы заходим на миланский сайт, классная канва. Мы привезли модели из Германии. Написано: если нога, рука не 360, это medium color, что-то такое. То есть либо она половина, либо пол руки, только одна сторона, либо полноги, либо бедро в круг. Говорят medium. Прям так написано. Best of big, best of large была, то есть торс, спина, там рукав, нога. Мы приходим, они говорят: бля, что-то слишком... А у нас вот так вот, прям закатанные ноги. Они говорят: бля, что-то слишком, приходите завтра в большую. Мы такие: так на сайте написано. Они: нет. А у нас ребята прилетели, немцы, чисто на один день. То есть они такие: бля, жалко, и улетели. То есть мы тоже не попали. То есть такие были. Обидно. То есть мы такие: нет. Они говорят: нет, слышите, что-то слишком большая. Отличие от конвенций с Россией. В некоторых конвенциях, допустим, про Францию, можно приехать с зажившими контурами или уже с частью начатой работы, покрасить кусок, выставляться. В некоторых конвенциях, будьте готовы, это тоже нормально в Европе, будут вперемешку и цветные, и зажившие. По Best of Day очень часто из России ребята прилетают: у нас Best of Day, это ты сделал работу в этот день. Все. Очень часто, и это нормальная практика, это лучшая работа просто этого дня. То есть не сделанная в этот день, а просто в этот, этого дня. То есть некоторые работают и 2 дня подряд, и 3 дня, и выставляются в последний день в Best of Day. Это вообще нормально здесь. То есть мы возвращаемся к тому, что пойди и спроси. Узнай, можно ли так делать, почитай всю информацию. Николай Николаевич Иванов приезжал с моделями, с классной зажившей в Брюссель, а их 2 в Брюсселе 2 раза в год проходят. Привез зажившие, и они говорят: а у нас только свежие можно, и все. Просто он привез клиента, они такие: у нас канва только по свежим. Узнавали, надо было узнавать. То есть ты тоже такой, то есть можешь привезти, узнавай, делай все заранее. Бывают конвенции, где ты не можешь выставлять, если ты не участник, не снял бокс. А есть конвенции, где можно так делать, и вообще без проблем, без мастеров можно отправлять клиентов покататься. Вот такие вот у нас бывали курьезные ситуации. Курьезные. Ну, про курьезные ситуации мы с тобой чуть попозже поговорим сегодня. Не хорохорься. Не ерничай. Не ерничай. А что, смешные какие-то были истории? Не только Ой, я домино. Я люблю, когда на сцене домино происходит, знаешь. Что это значит? Из клиентов. Ой, в Риме, по-моему, так было. Целый день же все хреначат ноги-руки. Очень большие объемы, в основном ноги. Выходят клиенты, свет этих софитов. Жюри смотрит, они же их выставляют в ряд, и они вот так вот все. Падают? Прям падают, улетают, там их начинают сознание теряют? Ну, конечно. Ты лежал целый день, 3 дня, тебе вкатали ногу, ты выходишь на сцену, и тебе надо стоять, ты уже уставший, там еще на скорость. И они вот так вот все улетают. Очень часто улетают. Были случаи, когда прям вставали с конвенции, ребята кучу денег тратили из-за бокса, и все, они говорят: все, я не буду это терпеть. А, не доделывали, типа, да? Не доделал, клиенты такие, типа: все, я ухожу. Из интересных... Ой, слушай, из интересных, из веселеньких могу что-нибудь рассказать. Вообще, европейский клиент — интересный клиент. Понимаешь? Ну, давай, парочку самых сочных. Ой, что было в студии? Хочешь, расскажу, как в Германии погоны кололи? Во, кстати, я помню, да. Погоны кайф, это легендарная история. Это ты колол же, да? Мы, кололи 5 лет назад, и мы ржали в голосину. Приходит клиент, говорит: погоны хочу. Я такой: ес, мои первые погоны в жизни, буду колоть погоны. Я такой: супер, давай. Еще Шацкий, по-моему, с нами был, Вован, мы там орем, такие: да, бля, класс. Вот, приходит тип, печатаем так погоны, прикладываем, орем всей студии, ржем, там, типа, все кайф. Он такой: бля, что-то херня,
а давай один погон. Я такой, давай один. Я такой, ну, бог тебя судья, давай. Прикладываю, он такой, блин, что-то не то. Давай, как будто он у меня растекается по плечу, короче, такой в акварели. Я такой, да, ни слова больше, идем. Прикладываем. Это наоборот кайф, да, что это срати становится срати. Орем, короче, уже это прям, это уже интересно, что. А он прям понял, он такой, все, уже ушел там в креативность. Печатаем такой, растекается у него погон, он такой, блин, что-то, короче, не то, давай камуфляж внутрь добавлять. Я говорю, блядь, братан, это лучше. Топ Супакуль получается. Вот, добавляем ему, а мы сидим уже на iPad, камуфляж из котиков добавляем ему, короче, там, типа, угораем, сидим все. Менеджер вот так вот говорит, блядь, типа, уберите его, типа, может его выгнать вообще. Я говорю, не-не-не, типа, оставляем. Дожмем. Не, дожмем. Получается, переводим ему. Он такой смотрит в зеркало, такой долго смотрит, класс, все супер. Делаем что-то там 2-3 часа, все, он уходит. Утром приходим на работу, стоит. Я такой, что? Он говорит, бля, не в ту сторону набили. Сука, ну это эпично. Бля, мы что-то там какую-то птичку замалевали, там снизу добавили, вот такой вот, где-то живет, сейчас бегает с одним погоном в акварели. В ту сторону. Да. Акварельный камуфляж, это сильно, конечно. Слушай, что я только не видел на господах, из моих работ, там, не из моих, блядь, и вверх ногами кололи работы, знаешь, там, говорит, хочу ангела, чтобы он вот так буду, говорит, на него смотреть. Вот так, чтобы лицо вот здесь, говорит, вот так буду смотреть. Интересно. Да, слушай, очень много всего. Были клиенты, которые, сейчас же все по сеансам работают, были клиенты, которые почасовые оплаты и просто ты дотрагиваешься, это, по-моему, у Дашки Пироженко было, ты дотрагиваешься вот так колоть, и он таймер включает, короче, на телефоне. Ты убираешь, вот так промываешь, он выключает, короче, чтобы четко минута в минуту заплатить по часам. Вот такие клиенты были. Слушай, ну это клиника уже, наверное. Это клиника, конечно, не без этого. И как она чисто по часам Она что-то убрала? сказала, я сейчас встану, уйду, и он там, типа, ну, она все правильно сделала, что-то такого. Вот, а так, слушай, вообще давно уже все хорошо, с клиентами все супер, все нормально, да, бывает и мелкие какие-нибудь такие проходные работы не выкладываешь, но в целом сейчас хорошо. Не люблю клиентов, мой самый нелюбимый — это пришедший намазанный бейсбол. Сразу могу отменять, наверное, отправлять домой. Ты с бейсболами вообще не работаешь? Максимум немножечко я вожу сустоинч. Иногда могу чуть-чуть там в самом конце, один раз, если не несколько раз на одно место. Все. Она уже на открытую, да? Да, все, больше ничего нет. А ты как ты X не любишь? Блин, слушай, я даже по себе не делал климин грудь. Да он отпускает, а я так долго работаю, ну, ковыряю все это, оно потом печет, жжет, так плохо от него. А потом еще больнее, когда он перестает работать. Да, поэтому нет. Да нет, они на самом деле так дорого татуировки здесь стоят, они терпеливые. С многими разговаривал, вообще европейцы терпеливые. Ну, потому что они шарят, за что они платят, как бы, сколько они платят бабок. Они сидят там, сидят. Да, бывает, кому-то очень больно, но не так часто. В основном они терпеливые. Слушай, да я хотел спросить, вот ребятам, наверное, будет интересно. Ты же взял, по сути, вот места, вот все твои работы, они такие очень яркие, цветные. И как ты, у тебя, можешь какой-то секрет есть покраса плотного, вот именно такого яркого, чтобы цвет был плотный, яркий, хорошо ложился равномерно? Докрасить надо просто с Божьей помощью. И промывать святой водой. Вот, святой водой. На самом деле нужно тщательно собирать палитру. За много-много лет я помню, у меня большая плюшка была, когда мы в НБК работали, каждый покупал там, я такой сет купил, он попробовал, я такой, мы там пробовали, собирали, подбирали и уже примерно понимали, какие нужны краски, какие нет. А так как я переехал в Европу, сейчас у нас совершенно другие краски, приходится заново наступать на те же грабли, кто-то умудряется, конечно, там из Англии возить, из Швейцарии. Я, в принципе, приработался к новым, все супер. Я использую вот Famous черный True Black, мне он больше всех нравится. Мне не очень нравится Outlining, мне не очень нравится Triple Black, я беру True Black старый. В принципе, если нет возможности, и ты в Европе, бери True Black, он тоже неплохой. Must have — это Коля Джангиров сет Dark Side. Черный там для меня более марки, я не очень его люблю, но все остальные, вот Turkios у меня улетает просто вот так. Deepest, раньше в старом сете был Bile или Билли, как-то так, это красноватый. Вообще просто каждый день покупал новые бутылки, супер разлетались. Сейчас Джангирова сет — это самый заказываемый мною сет. Вот. Нормально. Просто каждый день ничего не вывожу из черного, все на концентратах, потому что большая проблема, если люди замечали раньше, допустим, в какой-нибудь динамик, если ты работаешь, или еще, ты делаешь, допустим, назовем абстрактную розу, ты делаешь темный красный, черный заживает, становится светлее, чем глубокий красный.
чтобы не было этой проблемы, используй концентрат, и будет все супер. А вместо черного получается? его? Можно вместо черного, либо тянуть вместе с черным, растягивать. Будет прям супер. Мне must-have — это панчо сет. Все. У него все просто идеально подобрано, разобрано сразу в градиентах. Очень круто. Некоторые цвета мне нравятся. Из J Freestyle сет новый. Все остальное, блин, честно, я и в ProTeam я не советую, блин, больше половины сетов покупать, потому что там, блин, почти в каждом сете будет напихано очень много ненужного. Там всякий миксинг white, дополнительный черный, который и так есть, лучше по отдельности забрать. Я люблю монохроматиком работать, если это серое. Кто-то любит больше панчо, вот как ты, да. То есть тебе больше панчо нравится. Я люблю монохроматик, не люблю, когда вот синит. Очень сильно хочу ахариновский сет попробовать, но его пока, к сожалению, нет в Европе. А, Очень то, жалко. что лимит. И да, и вот из сетов портретных, которые новые, блин, мне тяжело. Они через там часов 5-4 расслаиваются, хотя на бока говорит тряси, я не знаю, я трясу. Опыта мало в этом просто. По красам, слушай, мне очень стало нравиться работать не от черного к светлому, а от среднего тона. Раскидывать пятнами средние тона, дальше я накидываю тени. Да все на самом деле, все просто обычно, больше практики. Я думаю, что дело просто в аккуратности и усидчивости. А как вы с Коляном вообще вот сошлись на коллаб? То есть как вы друг друга нашли? Ну, вы работали вместе, да? Слушай, да все на самом деле просто. Тиндер. Мэтч совпал. Да, Тиндер. Тиндер, получается. Просто были подписаны в группе ВКонтакте «Северный флот». Рубрика «Шутки за 300». Да. Он гестил у нас, мы с ним много-много лет Я работали. понял, да. А есть ли, допустим, какой-то такой вариант, чтобы, если молодые, вот кто-то залететь на коллаб, допустим, с пиздатом, что надо сделать? Как вообще привлечь свое внимание, если ты молодой татуировщик? Блин, Вы же можете на почту писать или Ваську? Не, Ваську. Слушай, нет, давай вот так. Если есть классная идея и кайф поработать, но почему нет? У нас паренек графику делает, мы делали в студии с Кевином, он немец. Да, он довольно начинающий, говорит, давай попробуем, что-то мне интересно. Я говорю, давай. И он поучился, и мне интересно было поделать, мы вот скоро будем выкладывать работу. Я поеду с пареньком из Италии делать, он грейвошник, я с грейвошниками вот только с Сашей коллабил. Вот он тоже позвал, говорит, давай поработать, давай, почему нет? Да все возможно, но если это реально нормальный, среднего уровня там хотя бы работы, в плане, если это можно разделегировать, то есть я буду определенную часть делать, он какую-то свою, и мы будем знать, что получится все хорошо, почему нет? Я думаю, все супер. От человека зависит. Я не думаю, что если там кто-то будет писать, не знаю, там... Душнило какой-нибудь? Душнило, да. Душнило. Ну вот тебе будет писать, согласишься поколабить? Слушай, ну если прикольный чувак, на Да, стиле, вот конечно. я про это же. Если, я не могу знать всех. Мы с Если- Громовым так познакомились. Я сижу в своей Немеции, колю здесь татуировки Немеции. уже. Определенный круг ребят сложился, определенный круг ребят, кто на конвах гоняет. И на самом деле все уже коллабят друг с другом, что-то делают, интересная работа. Мне еще, видишь, очень сильно повезло. К нам постоянно, когда мы были в России, к нам приезжал Горбунов, к нам приезжал Фома, к нам приезжал, я был на семинаре у Вали, тоже у Рябовой. То есть, блин, мы уже были как бы в классной студии с хорошим именем, там все что-то выигрывали, что-то делали. Бля, я на каждый мастер-класс. Я понял, нет определенной техники. Ты можешь работать все совершенно по-разному. Валя от светлого к темному, там пятнами, от формы там, к деталям. Тут же Валя сидит, тут же Шепеленко сидит, у нее же на мастер-классе говорит, я вообще не так, я как принтер вот так работаю там от квадратика. Нет такой, не надо пытаться загонять себя в какие-то рамки. Есть Дашка, она стилизует, она там прям все, она пытается там обучать кого-то. Я прям помню, у нее обучение шли, она говорит, блин, да я уже все, мне не надо ничего стилизовать, рисовать, я в голове все, вот так, все, супер. Давид, который из НБК, Тату Мастерян, наш армянчонок, колол в Эссене, колол татуху на пояснице, посадил в позу молящегося чувака вот так. Ну, то есть он, получается, на кушетку, вот так, и сутки его колол вечером, ну, то есть вот в такой позе, то есть натягивал он там дико кожу. На следующий день пишет пацан, говорит, я ссусь. Бежал в больницу, пережали за целый день, ему там мочетоки, воспалилось, короче, все, и все, он в памперсе, короче, неделю ходил. Вот такой прикол, приколи, бывает, я вообще в шоке. Получилось хоть? Да что-то нормально. Слушай, следующая идея с Хаброй. Я такого в жизни не видел. Татуху Коля человечку. А я так понял, он то ли тусил, то ли в клубе был, то ли что-то произошло. Начинает колоть ему запястье, парень уезжает. Или это 2 дня подряд было, ну неважно. Коля, ну такой, пойду водички ему принесу, там что-нибудь сладенького.
В этот момент, а мы в наушниках все сидим, он в соседнем боксе. Он решает встать, делает шаг и всем весом и ломает ногу. И никто этого не видит, абсолютно никто. Возвращается Коля, просит Кевина, там, соседа, говорит, слушай, давай его положим на кушетку. Он говорит, давай. Начинают брать, и у него нога вот так 360. Они такие, воу! Через 5 минут прилетает скорая, я никогда не видел. Вообще я такого в жизни не видел. Они одевают ему такой носок оранжевый, нажимают вот так на кнопку, он так твердеет, как гипс, короче. Вот так инъекции, ему какие-то эти провода, там компьютеры, вот так мы его вчетвером из студии выносим. Бля, я такого в жизни не видел. А что с татухой? Он позвонил на следующий... его выносят, а ему про супросорб клеит, короче. Позвонили, пластину вставили, операцию тут же вечером. Татуировки не только больные, но и травмоопасные иногда бывает, да? Да. Еще обоссаться можно потом. И обоссаться можно. Расскажи, что у тебя за чемоданчик вот это такой интересный. Ой, слушай, это на одной из конвенций я выиграл. Блин, выглядит вообще дико стилево. Это снайпер на киллер-рынке, он, по-моему, стоит под 4 сотки. Хера. Он довольно крутого качества, там 300 или 400. Он вся линза, все на магнитах. Он довольно супер яркий. Сейчас будем включать. Он довольно очень круто светит. Нормально. Вот. И получается приблуда вот такая. А, туда сразу телефон цепляется сверху? Да, ты, получается, фигачишь. Блин, вообще. Получается, фигачишь вот так. Эффект. Линза на магнитиках. Блин, да, ну того стоит, но дорого, конечно. Лампа 40 косарей получается, да? Да. Да, можно собрать все дешевле на Амазоне. Неплохо получается. Он Прикольно, что еще и с кейсом, вот это все с таким. Прям все Вот, и получается вот такая вот приблуда. И получается вот так. Блин, ну это прям удобно, ребят. А что, ты предпочитаешь супросорб по уходу? Расскажи. Слушай, это... У тебя же такие цветные наливные татуировочки. Там, Слушай, наверное, я наливается заживляю, всё это. нет, у Сашки нет пеленочек. Я пеленочкой, все по старинке, все супер. Если клеится супросорб, он очень хочет, он по-любому отвалится завтра по большей части, ему придется переклеить завтра на новый. Это на ночь, Из короче. того, что я люблю, вот это самый топ. Татумет. Да, мне делал Климен, закрашивал А с тобой грудак. связаться? Да, со мной свяжитесь и развяжите Валю. Из самых топовых вот этот круче всех. Он чуть-чуть короче, чем другие в плане по метражу, но по качеству... По-моему, Андрюха Ампарт на спонсорстве вот этой штуки, если не Да, ошибаюсь. Господь. А они мне дали какую-то, они со мной связались, дали мне скидух процентов 40, но можно и лучше, конечно. Слушай, А ты прям как колол, так и заклеиваешь его, да? Не промывал? я промыл все. Я угораю. Он просто сидит так же, как сидел на сеансе. Ты его там, знаешь, обычно там поставить клиенту, да, все просто как он сидел, так и давай. Да он все равно, у него все есть. Он дом переклеится. Что-то там поковыряемся. Красимся. Давай мы вот так вот сделаем на все деньги. Слушай, хочу, пользуясь случаем, передать привет Николаю Иванову, Хабри. Пусть не переживает за этот год, за ГЦФИН, все будет хорошо. И хочу, чтобы он меньше нервничал на конвенциях. С ним работать тяжеловато, конечно. Он очень нервничает, все время боится что-то не успеть. Вот, истерит. Мы его называем драма Queen. История времен НБК, лет, наверное, 5 назад. Пишет нашему лазерщику клиент, говорит, по пьяни набил себе на усах леттеринг. Я говорю, бля, пожалуйста, пусть пришлет фотку. Бля, он присылает, говорит, блядь, очень классный трек, набил. Сейчас покажу. Crazy Frog Club Remix. Говорит, сколько стоит свести? Ты же леттеринг колешь, забабахаешь вот так, но ты бы лучше бы сделал. Слушай, Вот ну так. можно что-нибудь такое другое сделать, поинтересней. Типа, а мне бы просто снегом стать. Вот так нормально было. Crazy Frog Club Remix. Обожаю, мой любимый. Slide back.